На стенах одного из залов Полесковеды портреты героев Брестской крепости. Это картины известного мозырского художника, заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Петра Дурчина, который завещал свое культурное наследство музею. Сейчас эти графические портреты – часть военно-патриотической экспозиции, которая посвящена 75-летию освобождения Мозыря от немецко-фашистских захватчиков. В стенах нашего выставочного зала, где проходит эта выставка, можно видеть портреты Петра Сидоровича Дурчина, известного белорусского художника, графика, уроженца нашего города, участника Великой Отечественной войны. Красной нитью через все творчество его прошла тема Великой Отечественной войны. В частности, он очень много изображал в своих произведениях портреты героев первых дней Великой Отечественной войны, участников освобождения Брестской крепости. Но если говорить так, то, в общем-то, без героев Бреста не было бы и героев освобождения Мозыря, и не было бы освобождения нашего родного города. На выставке также представлены раритетные фото старого города, заметки из газет того времени, фотопортреты героев Советского Союза, павших при освобождении Мозыря и погребенных на кургане славы, а также героев Советского Союза, для которых наш город – это малая родина. Картины, портреты, экспонаты воссоздают дух и настроение того времени. Этот кожаный плащ принадлежал словаку Яну Зелинко. Поначалу он воевал на стороне оккупантов, а после перешел на сторону партизан. Кстати, на экспозиции представлена партизанская землянка. Здесь есть даже печатная машинка подпольной газеты, а еще патефон и харизматичный инструмент. Ведь музыка помогала выжить и жить, воевать и побеждать. Да и в целом выставка названа строкой из песни «Память в сердце стучит». Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.